С вами врач-педиатр Андреянов Станислав Юлианович. И в этом видео я вам расскажу основные моменты про бруксизм. Это скрежет или скрип зубами во время сна. Итак, с чем же связан бруксизм, например, у взрослого или у ребенка? На самом деле никто до сих пор правильного ответа не знает. И у конкретного человека тоже очень сложно выяснить причину. И мы, как правило, можем лишь бороться с проявлениями этого бруксизма для того, чтобы обезопасить наши зубы. Также мы можем предположить какую-нибудь причину и обратиться к нужному специалисту. Например, у человека может быть спазм жевательных мышц, или нарушение прикуса, или расположение челюстного сустава. В этом случае мы идем к стоматологам. Но опять же повторюсь, что это не панацея, не факт, что стоматолог может вам помочь. Иногда бруксизм может быть из-за увеличенных аденоидов при хроническом аденоидите. В этом случае мы обращаемся к лор-врачу. Для того, чтобы заподозрить причину именно аденоидита, то обращаем внимание на скрип зубами во время какой-либо простудной болезни. Как правило, при простуде аденоиды увеличиваются, и если скрип зубами стал больше, то мы можем предполагать именно эту причину. Наверное, одной из самых частых причин бруксизма все-таки будет психоэмоциональное напряжение. В этом случае мы идем к психологам или психотерапевту. Особенно это касается тревожных людей. Как правило, чудо-таблетки для того, чтобы человек перестал скрипеть зубами во время сна, не существует. И вы можете потратить огромное количество времени, денег и сил для того, чтобы найти причину, но так и не найдете ее. А к чему может привести бруксизм? К тому, что могут сточиться передние зубы. Соответственно, это будет косметический дефект, также будет нарушен прикус и придется ходить к стоматологу. А что мы можем использовать здесь и сейчас? Если это взрослый ребенок, либо взрослый человек, то мы можем использовать специальную капу для того, чтобы уменьшить нагрузку на зубы и чтобы они меньше стачивались. Что касается детей, то мало кто из детей сможет выдержать всю ночь с этой капой. Правильную капу подобрать также вам поможет стоматолог. И хочу развеять один из мифов. Раньше считалось, что ребенок скрипит зубами, потому что у него там какие-то черви в кишечнике, особенно пролямблии. И мол, пролечив лямблии, ребенок перестает скрипеть зубами. Но еще раз повторюсь, это миф, и это так не работает. С чем связан этот миф? Дело в том, что есть один из видов червей, аскарида, которая из кишечника выходит в ротовую полость и заново проглатывается. Так вот, мол, пока она выходит в ротовую полость, то ребенок будет там что-то жевать зубами. Но на самом деле это тоже не так. Аскаридоз тоже не вызывает бруксизм. И подытожим наше видео. Истинной причины бруксизма до сих пор никто не знает. Самая частая причина – это психоэмоциональное напряжение. Нужно следить за тем, чтобы не сточились передние зубы, а для этого мы можем использовать специальную капу. Не нужно бегать по врачам для того, чтобы выяснить причину скрежета зубами по ночам. И никакие черви не вызывают бруксизм. Это миф. А на этом мы заканчиваем наше видео. Всем спасибо за просмотр. Если оно было полезно, подписывайтесь и ставьте лайк. Также рекомендую подписаться на мой телеграм-канал. Ссылка будет в описании. Там вы найдете много статей о здоровых детях и о болезнях. Спасибо за просмотр. Берегите себя и своих детей.